Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. Сегодня по вашим заказам рисую такую гору. Это фотография была. Фотография вытянутая была. Я решила обрезать, сделать квадратный формат. Холстик 30 на 30, холст на картоне. Покажу я вам в этом уроке, как легко нарисовать такие воздушные облака, как показать вот эту даль, дымку какую-то, да, вот гору в такой вот дымчатом состоянии, облачная там погодка. А на переднем плане у нас цветут такие вот розовые красивые цветы. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с вами начинаем. Кисть-щетинка небольшая, разбавитель White Spirit без запаха. Беру красочку ультрамаринчик и делю холстик пополам по горизонтали, по вертикали, приблизительно. Намечаю гору. Посмотрите, она чуть-чуть, да, как бы выше середины. Это самая главная гора. И вот верхушечки гор, которые у нас здесь видны. Показываю также вот эту дальнюю тучку, туманчик такой, который будет гору закрывать, нашу главную. Намечаю такой вот большой кусочек зелени у нас будет. И более такая солнечная, ближе к нам гора будет впереди. Кисть синтетика плоская. Фирма Альбатрос номер 12. Это если кому интересно, но не принципиально. Кисти вот я вам показываю, берите кому какая удобна. Делаю красочку жиденько-жиденько, видите, прям потекла. Беру ультрамарин, немножко голубой ФЦ и белила. Верх неба, то, что у нас над головой, всегда темнее. Ближе к линии горизонта небо становится светлее. Горизонтальными мазочками нанесла темный оттеночек. Потом постепенно добавляя белил, но также жиденько. То есть очень-очень тонкий слой. Наносим все светлее, светлее. Добавляя больше белил. К линии вот основания горы, где у нас, да, делаем посветлее. Добавляю все больше и больше белил. Закрываем гору пока, ничего страшного. Мы уже примерно увидели, какого она у нас размера будет, высоты. И смело ее закрываем горизонтальными мазочками. Беру кисть, щетинка строительная, номер 38. И пока у нас разбавитель еще полностью не впитался, еще более-менее двигается красочка, приблизительно так плавненько, горизонтально растушевываем между собой. Набираю прямо на краешек кисточки, еле пачкая голубую ФЦ с ультрамарином, чуть-чуть, грамулечку, буквально вот пару ворсиночек испачкали, чтобы такое вот дымчатое состояние было. Когда мы рисуем даль, кисть щетина закругленная. Когда мы рисуем даль, у нас там нет четкости. У нас все приближено по цвету с небом. Сделала вот оттеночек чуть-чуть темнее. То же самое на белилах. Ультрамарин голубая ФЦ коричневая. Такой вот, видите, сине-серенький. Когда мы рисуем даль и хотим показать очень-очень что-то вот далекое, будь то деревья на дальнем плане, будь то гора, она будет оттенки неба, то есть красочки, которые мы использовали в небе, они будут присутствовать и в этих дальних объектах. Нанесла я гору, какие-то холмики, более темненьким, синеньким, буквально еле-еле там какие-то дали намеки, что там какое-то движение, что-то присутствует, какие-то затемнения, какие-то более светлые участки. Ну, видите, вообще очень мизерная такая вот разница в цвете, в тоне в этом. Беру белилки. И вот краешком кисточки к горе, да, как бы край ее, я высветляю там за ней, около нее, ближе к ней,
будет светлое. И мягенько растушевываю небо, чтобы у нас не было такой вот границы, а как бы такой окутывал светленький ореол нашу гору. Постепенно добавляя, высветляю. Беру белилки, капельку-капельку краплака красненького. То есть он не чисто белый, он слегка-слегка, вообще еле-еле подпачкан. И вот набираю на кисточку и прокладываю. Там на макушечке нашей горы лежит снег. Немножечко. И вот делаю такие вот, как вот он тает, стекает, да, где-то он же не лежит какой-то сплошной шапкой ровной, а то есть, ну, показываем движение. Красочку, если очень пастозно снимаю. Грязно-фиолетовым, синим этим показала какие-то, чтобы неравномерно белый он был. А саму макушечку уже чуть-чуть более пастозности добавила, просто совсем-совсем чуть-чуть. Вот смотрите, облака. Просто испачкала кисть. И вот такими движениями, видите, дрожащими, как бы круговыми, и кисточку плоско ложу, на бочок поставила. Получается разная толщина облачка. Немножко оно у нас по диагональке. Получится облачко, если будет очень тонкий слой вот этого уже заложенного неба. Если будет толстый, пастозный, будет тяжеловато. Здесь вот выше такое небольшое облачко. Около середины оно более... Низ, видите, растушевываю слегка. Середина его более такая пушистая, и в края оно как бы расплывается. Следующее облачко, вот здесь немножечко его совсем видно. Дальше выше, да, к краю картины, там у нас совсем практически пустой кисточкой вот наметила какое-то движение, и все. Вот здесь, смотрите, такое интересное закрученное пушистое облачко. Вот смотрите, кисточкой круговыми движениями, маленькими, коротенькими, но вращаю, и вот как бы против часовой стрелки вращаю, и кисточку саму вот вращаю. Получаются такие вот барашечки этого облачка. Это сейчас без ускорения показываю. Красочки минимум, чтобы оно не было у нас такое жирное какое-то, а было именно воздушное. Вот, посмотрите, как разными вот саму кисточку вращаю против часовой стрелки, по часовой стрелке и разные вот эти направления. Причем, заметьте, у этого облачка серединка, она более беленькая, светленькая. И вот здесь тоже подпачканная кисточка, еле-еле такие заметные какие-то облачка. Посветлее сделаю вот эту. И низ аккуратненько прохожу, растушевываю. Еще посветлее сделаю там, где у нас ближе к горе. Да, также добавляю понемножку белилки и втираю их. Вот так вот просто можно нарисовать облака. Вот этот туманчик, который заслоняет нашу гору. Также минимум краски. Видите, подмешивается даже тот слой горы. Нанесли и щетинкой растушевываем. Получается такой вот мягенький туман. Опять-таки делаем ультрамарин, голубая ФЦ коричневый, только немножечко прям темнее. Эта гора у нас уже будет поближе, будет более четко видна. Границу, как и на нашей главной горе, стык, сухой кисточкой без краски проходим, именно вот стык горы и неба проходим, делаем мягенько. Помните, я как-то говорила, что если мы хотим море делать, да, увести его вдаль, мы границу, линию горизонта растушевываем. Так кажется дальше. Это касается не только неба, также и горы. Мы хотим увести ее далеко, чтобы она у нас казалась, да, мы также границу неба и горы растушевываем. А вот более пастозно облако, которое уже здесь ближе к нам,
мы намечаем более светлым, более пастозным. Но границу тоже я слегка растушевываю. И делаю не ровную, а видите, такую линию, да, вот этого облака, а слегка такую вот волнистую. Вот показываю. Более пастозно выкладываю. Это облачко уже здесь поближе к нам, поэтому можно сделать попастозней, поярче его. Делаю опять-таки же та же голубая ФЦ, тот же ультрамарин, еще темнее. Эта гора еще ближе к нам, значит, она будет видна более четко. Видите, такая ступенчатость, то есть мы постепенно ближе к нам делаем ярче, более насыщенно. Но все же преобладают еще те же голубо-серые оттенки. Также мягенько прохожу границу. Заслоняю облачком. Добавляю в этот замес лимонки, белилок, такой вот зеленоватый. То есть, так как она уже поближе к нам, там уже могут виднеться какие-то проявления зелени. Но там все равно как бы это еще далеко, мы уже вроде что-то видим, да, поближе к нам, но никаких деревьев мы еще не видим. Просто наносим такие вот мазочки как бы по форме склонов. И между ними более такими синеватыми можно нанести какие-то более темные участки, там лесочек, да, но потом сухой кисточкой протертой, видите, они сейчас так вот как-то более отчетливо, да, видны, сухой кисточкой аккуратненько их проходим и смягчаем. То есть она ближе, но там еще мы конкретно ничего не видим. И вот позеленее, вот особенно вот здесь с краю, как бы здесь такая большой участочек, да, там у нас уже дальше оно в облаках где-то тает, там мы не будем какой зелени видеть. А вот здесь чуть-чуть покажем уже более такие зеленоватые оттенки. Красочки очень-очень чуть-чуть. А вот над горой делаю облачко. Беру зеленое английское у меня от фирмы Pebeo. Возможно, у кого-то это будет какая-нибудь желто-зеленая, что-нибудь такое. То есть она у меня есть, как бы я ее решила израсходовать, потому что она у меня лежит без дела, и большой тюбик 200 миллилитров, как бы буду ее периодически брать. Ей с коричневым тот холмик, который впереди у нас здесь, я закрыла. Вот он уже почти здесь рядом с нами, но еще как бы не совсем на переднем плане. И голубой ФЦ с коричневым закрываю полностью, жиденько, тоненько, тоненьким слоем, там, где у нас будет зелень, цветы. Добавляю в эту английскую зеленую лимонки поярче. И вот этот макушечка горы, этой, которая, да, вроде уже вот здесь рядом с нами, я намечаю такими светлыми оттенками. Даже немножко где-то добавляю охрочки, лимонки с белилками можно уже поярче, здесь уже более такие вот яркие, четкие цвета, меньше этой синевы. И здесь будет, знаете, как такими как бы уходящими на уменьшение как бы холмиками. Сейчас мы это покажем. Вот где-то даже коричневиночки темных участков добавляю. И вот я прокладываю светлым цветиком лимоночкой раз один холмик, видите, а за ним сразу темненький коричневатый. Дальше еще слегка по краю холмика наметила, то есть видите, такие вот они уходят так меньше, меньше, меньше. Макушечку добавила коричневой чуть-чуть, здесь вот более охристый макушечка. То есть такое движение уже видно, да, что у нас там какие-то более такие проявления. Вот щетинкой смягчила границы этой дальней горы, чтобы она у нас
туда ушла подальше. Кисть беру щетинку вот такую вот веерная. Если нет веерной такой маленькой, можно взять какую-нибудь плоскую щетинку, ну такую вот небольшую, и чтобы ворса была не плотно, не большая, а такая вот как бы как реденькая, да. И намечаю, вот я английскую эту зеленую. Кстати, если нет этой английской зеленой, попробуйте смешать голубую ФЦ с лимонкой, либо с желтой средней кадмия. И поставила стволики, наметила, где у меня будут, да, вертикальные елочки, на разной высоте их. И начинаю вот так вот примакивая, набирая на краешек кисточки краску, я примакиваю и делаю веточки. Между веточками оставляйте расстояние, чтобы была вот эта вот воздушность, чтобы видно было дальний план, то есть не лепите их одна к одной. И вот намечаю. Кверху у меня веточки подняты, на макушечке подняты кверху, и потом уже так вот более в стороны расходятся. То есть вот этой веерной кисточкой очень-очень удобно намечать. И так вот заполняю все елочки. Здесь совсем чуть-чуть, там будут какие-то видны. Этой же кисточкой более светленький беру, кое-где покажу елочки, освещение на них. Прокладываю не то, что вот мы стволик нарисовали, да, и по бокам просто эти ветки прикладываем. Нет, там, где ствол у нас, в середине смотрят на нас тоже веточки. То есть не рисуем мы их, как в детском саду. Палочкой в стороны пошли веточки. Впереди у нас ветки тоже есть. Кисть, щетинка, вот такая, вот прям берем и, видите, вот так вот распушаем, растрепываем, чтобы она вот такая была, торчу куда хочу. И прям набиваем зеленую красочку, видите, на краешек. Краешки щетинки выпачканы. Вот так вот набиваю. И такими же набивательными движениями прокладываю там, где у нас будет вот эта травка на переднем плане. То есть забивать все абсолютно, вот это темное наше пятно не надо. А наносим именно там, где у нас будет такая вот солнечная, большие скопления зелени. То есть объем будет тогда, когда у нас будет и свет, и тень, и полутень. Добавляю больше лимонки, посветлее какие-то макушечки в этой зелени. Видите, поярче. То есть, чтобы не забить, это очень легко может получиться, даже не заметите. Я уже как бы мастихин беру, такой вот. Отходите в сторону и смотрите. Как бы я уже более дольше, да, рисую, и как бы тоже могу забить это все дело, увлечься и забить. Вот такую капельку беру. И вот так маленькими, коротенькими мазочками наношу цветочки на дальнем плане. Краплак с капелькой белил. Поэтому, друзья, отходите, смотрите. Ну, смотрите какое-нибудь красивое сочетание, чтобы вот повороты этих кустиков, да. Ну, то есть можно и по-своему сделать. Но у меня вот, опять-таки, про центр композиции, да, у нас гора. И посмотрите, я сделала вот эти вот все кусты, они склоняются как бы с краев в серединку, как бы показывая, что центр где-то здесь, и мы обращаем внимание, да, на это, и плавно потом взгляд наш идет туда, на гору, вдаль. Короткими движениями намечаю наши цветочки.
Где-то даже такие повыше будут торчать, скажем так. Не в общей этой массе, да, какие-то выбиваются повыше. Беру розовую, краплак розовый это, но это, знаете, фирма Малевич. У них называется это краплак розовый. Но вот мастер-классовского у меня не было краплака розового, я его найти никак не могу. Но мне кажется, он все-таки отличается. Это больше какая-то темно-розовая. Ну, то есть любой розовый возьмите, какой у вас есть. И вот, чтобы были разные. Где-то у нас будут розовые, мы будем делать на дальнем плане вот краплак красный с белилами. Здесь уже такие цветы. Вот этот розовый с белилками. И тоже вот меняю. Где-то я его, видите, совсем светленький делаю. Где-то даже вот в центре у нас такие вот светлые розовые. Но не забываем про то, что эти розовые, у них же тоже теневая есть. И поэтому мы где-то добавляем здесь вот и темных розовых. В основном делаем акцент на середину, вот цветочки под горой, да, у нас где. Ближе к краям менее такие яркие они будут. Конечно, их можно сделать, кое-где белилок подбросить, но совсем чуть-чуть. В основном у нас как бы центр композиции, вот мы все внимание привлекаем туда, к нашей горе. Внизу добавляю цветочки опять через краплак красный, он у нас такой темный. И играю цветом. Здесь уже мазочки наношу более покрупнее, потому что эти цветы уже поближе к нам, и поэтому они будут покрупнее. И мазочки, знаете, не то, что вот как мы обычно, там я делаю листву, рисую, да, просто вот под каким-то, ну, по диагонали или как-то, а стараюсь вот немножко закруглять, как лепесточек вот мы рисуем, немножечко закругляю. Легонечко касаюсь, то есть не надо давить на мастихин. Вот вы говорите, да, что не получается. Не давите на него, нежно, аккуратно, держите его легко, то есть не сжимайте его в руке. Он должен быть свободно в руке находиться у вас. На торец мастихина набрала нашу вот эту вот смесь голубой ФЦ с коричневой, и те цветочки, которые мы на дальнем плане сделали, высокие, какие-то типа стебелечки показала. Ярким лимонным цветом можно мазочками показать какую-то зелень. Не то, что у нас будет просто, да, набито кисточкой, а будут уже какие-то такие коротенькие мазочки. Получится тоже сочетание разных фактур. Это тоже в картине очень красиво, когда у нас присутствуют и такие мазочки, и более такие пастозненькие. Вот заполняю, добавляю где-то на цветочки белого. Он слегка подмешивается с розовым, ну такой получается яркий. По краям немножечко добавляю. И знаете еще что, вот смотрите, добавляю розовый. И стерла его. Вот не должно быть, знаете чего? Как бы если вот такие вот сюжеты, как этот, что у нас нижний план, это передний план, да, внизу картины, это цветы. Никогда не начинайте их прям вот снизу, прямо от самого края вести цветы. То есть картина должна начинаться немного выше. Как бы это красивее будет. И поэтому я, видите, сделала такую вот теневую, нанесла где-то рядом с цветами теневую, облачко это растушевываю мастихином. То есть это будет правильно и будет красивее. Вот еще поярче делаю ту туманность под горой. То есть понятно, да? Не начинаем прям с самого низа картины рисовать цветы. То есть какая-то теневая, а потом уже цветы. Вот поближе, посмотрите, видите, тоненький-тоненький слой, прям вот, ну,
еле-еле вот он только в холстик впитался. То есть там нет вообще никакой пастозности. И даже частично. А здесь уже, видите, идет более пастозно. Елочки. Передний план уже более такой вот мазочки у нас. Елочки справа тоже, обратите внимание, сильно я не высветляла, никаких блечочков на них не делала. Стебелечки, вот цветы, маленькими коротенькими мазочками. Вот такая гора у нас получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Буду признательна, если вы поставите лайк этому видео, напишите комментарий. Этим всем вы помогаете каналу развиваться. А я желаю вам всем творческого настроения. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!